Счастливая пара, недавно купившая новый дом, вскоре обнаруживает, что происходит что-то странное благодаря необычному поведению их кошки. По мере того, как кошка становится все более защитницей и ревнивицей, женщина начинает чувствовать, что никогда не бывает одна в доме, даже когда мужа нет дома. Вскоре они понимают, что здесь замешано нечто гораздо более зловещее. И когда муж звонит в полицию, он обнаруживает ужасающую правду, которую они совсем не ожидали найти в своем новом доме. История, которую я расскажу сегодня, происходит в Вирджинии, США. Речь идет о семье Миллеров, которые жили в недавно купленном доме на западе штата. Эмма вместе с мужем Даниэлем и их преданной кошкой Люси составляли счастливую семью. Каждый день супруги по очереди играли с кошкой и дарили ей немного ласки, которой она заслуживала. Однако в апреле прошлого года они начали замечать, что кошка начинает вести себя странно. У нее пропал аппетит, и она казалась более беспокойной, чем обычно. Решив, что это может быть болезнь, они отвели любимую кошку к ветеринару, чтобы тот ее осмотрел. Но после обследования ветеринар не нашел ничего ненормального и вернул кошку домой. Пара была в замешательстве, не понимая, что происходит с их питомцем. Раз ответа у ветеринара они не получили, то решили, что, возможно, переезд в новый дом вызвал стресс и проблемы с адаптацией. Кроме того, они заметили, что кошка больше не хочет играть с ними, как раньше. Со временем все стало только хуже. Люси не улучшалась. Казалось, она приходит в упадок. Помимо отказа от игр, она стала проводить ночью без сна и сидеть у двери спальни хозяев, чтобы наблюдать за ними, особенно за Эммой. Даниэль не обратил на это внимания до второй ночи, когда понял, что питомец 2 ночи подряд совсем не спал. Долго. Верный друг Миллеров начал проявлять все более странное и тревожное поведение. Дело было не только в отказе от еды и сна. Кошка, казалось, была одержима защитой Эммы, жены Даниэля. То, как Люси пристально смотрела на нее во сне, не отводя взгляда ни на секунду, было действительно беспокоящим. Миллеры пытались найти логичное объяснение поведению питомца, но находили только еще больше вопросов без ответов. Почему Люси была настолько озабочена Эммой? Было ли в доме что-то, что ее беспокоило? Возможно, какой-то злоумышленник шатался по округе. Со временем ситуация только ухудшалась, Люси отказывалась оставлять Эмму одну, и если той нужно было куда-то уйти, кошка становилась крайне тревожной. Отчаянно мяукала и металась, будто зная, что в ее отсутствие случится что-то плохое. Даниэль и Эмма чувствовали себя все более некомфортно и испуганно из-за поведения Люси, но не знали, что делать. Им следовало отвезти кошку обратно к ветеринару, установить дома камеры видеонаблюдения. Они были по-настоящему встревожены. Странное поведение кошки только усиливалось, держа их в постоянном напряжении. Недосыпание и стресс были заметны на их лицах. Поскольку беспокойство овладевало ими, они не знали, как реагировать на происходящее, а отсутствие ответов только усиливало отчаяние. Они искали в интернете, спрашивали соседей и друзей, но никто, казалось, не мог объяснить, что творится с их любимой кошкой. Но самое странное произошло через 2 недели после появления первых симптомов у Люси. Пара начала слышать странные звуки на втором этаже дома, прямо над их спальней, будто что-то постоянно скребло стены. Но это было не все. Они также начали слышать шаги наверху. Ситуация стала озадачивающей, поскольку второй этаж был необитаемым пространством, незнакомым для них. Они только что получили дубликат ключа от двери на втором этаже, так как никогда там не бывали. Тот, кто продал им дом, сказал, что на втором этаже только старая мебель и вещи предыдущих хозяев, поэтому они до сих пор не проявляли к нему интереса. Вскоре поведение кошки стало еще более интенсивным. Однажды ночью в субботу она одновременно мяукала и металась,
чем разбудила Даниэля и Эмму. Они поняли, что кошка предупреждает об еще одном человеке в доме. Вероятность того, что это животное, отпала, когда шаги наверху становились все громче и настойчивее. В отчаянии, в полночь субботы, посреди ночи, в загородном доме, без кого-либо поблизости, кому можно было бы обратиться за помощью, они сделали единственное, что могли. Позвонили в полицию. Та прибыла минут через 15. Полицейские задали Эмме и Даниэлю множество вопросов, на которые те быстро ответили, рассказав о поведении кошки и о том, что слышали наверху. Полиция сразу направилась на второй этаж и выбила дверь. Обнаруженное потрясло их, полицейские вскоре нашли доказательства того, что кто-то долгое время там обитал. Остатки еды выдали их. В тот момент никого не было. Возможно, шум полиции предупредил их, и они сбежали до того, как их нашли. Ситуация была тревожной, поскольку вскоре выяснилось, что речь шла о группе людей, незаконно проживавших на втором этаже дома. Полиция проследила их след и выяснила, что они были частью опасной преступной банды, которая не только заселялась в заброшенные дома, но и грабила место, связывая жильцов, чтобы те не могли вызвать полицию, пока бандиты забирали все ценности. Очень вероятно, что эта группа, жившая в доме Миллеров без их ведома, ждала подходящего момента, чтобы сделать свой ход. Эмма была охвачена страхом и недоверием, услышав эти новости. Как они могли быть настолько наивными, чтобы не заметить, что в их доме неделями творилось что-то неладное? Их кошка беспрерывно мяукала, пытаясь предупредить об опасности на втором этаже, но они проигнорировали это. Страх овладел ими, и они не могли вынести мысли о возвращении в этот дом. После случившегося им казалось, что за ними постоянно кто-то следит, их конфиденциальность и спокойствие были попраны. Они могли только надеяться, что полиции удастся поймать этих преступников, пока не стало слишком поздно. И тогда полиция приступила к преследованию этой опасной банды. Полицейские знали, что эти злоумышленники — обычные воры, грабящие дома, поэтому их будет несложно поймать в ловушку. Чтобы схватить банду, полиция решила использовать дом Миллеров как приманку и разместить нескольких агентов в гражданском, в близлежащем лесу, чтобы те оставались незамеченными. Они знали, что если оставить дом без охраны, воры вскоре вернутся. И в самом деле через 2 дня банда вернулась, на этот раз более осторожная и замаскированная. Они убедились, что в доме никого нет, выглядывая по его краям, не заметив никого, они с триумфом вошли грабить все, что могли. И тут первый вор вошел в дом и понял, что дверь не заперта, а сзади дом окружен полицейскими, которые подъехали на фургонах, готовые к рейду. Начальник полиции подъехал на машине и схватил 6 преступников сразу. Некоторые попытались сбежать, другие сдались и ждали, когда их закуют. Эмма и Даниэль, которые все это время жили во временном жилье, наконец-то смогли с облегчением вздохнуть, увидев, что преступники за решеткой и больше не представляют угрозы. Помощь полиции была ключевой, чтобы эта пара смогла вернуть себе безопасность и спокойствие. Но, конечно, нельзя преуменьшать заслуги настоящего героя этой истории. Люси, которая благодаря своим кошачьим инстинктам с самого начала поняла, что ее семье угрожает опасность, и пыталась защитить их как могла. Еще один пример того, на что способна кошка ради своей семьи.